Hi, my name is Tanya and I am here to help you learn Russian. In this compilation video, we will review the Russian vocabulary for transportation. We will cover the following words. Велосипед, машина, автобус, метро. So grab a cup of something yummy, relax, and enjoy your immersion into the Russian language. Привет, меня зовут Таня, и мы учим русский язык. И сегодня мы поговорим про транспорт. Если вы хотите куда-то попасть, то у вас есть несколько способов. Во-первых, вы можете пойти туда пешком. Сейчас я иду пешком. Ходить пешком очень полезно для здоровья, но это медленно. Вам потребуется много времени, чтобы куда-то попасть. Вы можете поехать на велосипеде. Вот велосипед. Важно надеть шлем для безопасности. Я надеваю шлем. Я застегнула шлем, и сейчас я поеду на велосипеде. Это намного быстрее, чем идти пешком. Смотрите. Чтобы добраться куда-то еще быстрее, мы можем поехать на метро. Мы берем наши велосипеды на метро. И для этого нам нужно сначала сесть на лифт, чтобы спуститься вниз, под землю, где ходит поезд метро. Я нажимаю на кнопку, чтобы вызвать лифт. Смотрите, вот кнопка. Теперь мы ждем лифт. Лифт пришел. Мы заходим в лифт. Мы зашли в лифт. И мы опять нажимаем на кнопку. Покажи. Ну ладно. Я нажала на кнопку, лифт идет вниз. Это эскалатор. Чтобы войти, мы используем карточку. Я прикладываю карточку. Это поезд метро. Он уходит. Это платформа. Мы будем ждать следующий поезд. Правда? И мы приехали на пляж. Мы ехали на велосипеде и мы ехали на метро. Сегодня я хочу поговорить про велосипед. Вы уже видели велосипед, но я хочу поговорить подробнее. Какие части есть у велосипеда? Я очень люблю велосипед. Смотрите, это руль. Зачем он нужен? Руль нужен, чтобы поворачивать влево, вправо, ехать прямо. Это колесо. Давайте посмотрим на колесо. Колесо мокрое, черное. Колесо хорошо накачано. Внутри колеса воздух. Одно колесо, два колеса. У каждого велосипеда как минимум два колеса. Иногда есть велосипеды с одним колесом, но мы про это не говорим сегодня. Вот второе колесо. Оно тоже накачано. Это сиденье или седло. На нем мы сидим. Это педали. Сколько педалей у велосипеда? У велосипеда 2 педали. У велосипеда есть цепь. Это цепь. Ее лучше не трогать. Она грязная. Еще у велосипеда иногда есть звонок. Но мой звонок сломан, потому что однажды я упала. И с тех пор мой звонок не работает. У велосипеда есть тормоза. Смотрите. Один тормоз. Давайте посмотрим с этой стороны. Один тормоз, второй тормоз. И у этого велосипеда есть корзина. Это очень удобно. В корзину мы можем класть разные вещи. Сумку, например, замок.
Чтобы поехать на велосипеде, нам нужно крутить педали. Когда мы крутим педали, колеса тоже крутятся. Смотрите, я кручу педали, я поворачиваю руль, я еду. Какая грязь. Я еду по грязной поляне. Но чтобы остановиться, я нажимаю на тормоз. Вот и все. Я очень люблю ездить на велосипеде. Привет, меня зовут Таня, и мы учим русский язык. И сегодня мы поедем в продуктовый магазин на автобусе. Это моя сумка на колесиках. Простите, пожалуйста, вы знаете, где автобусная остановка? Пройдите прямо, а потом направо. Прямо, потом направо. Да. Спасибо. Пожалуйста. Вы не подскажете, какой автобус идет до продуктового магазина? 15-й. А когда следующий автобус? Через 6 минут. Это хорошо. А сколько стоит проезд? $3. $3? А можно оплатить картой? Можно? Спасибо. Пожалуйста. Вот 15-й автобус. Это место свободно? Свободно. А какая следующая остановка? 59-я улица. Я еду в продуктовый магазин. Где мне надо выйти? Скажите, пожалуйста. А мы уже проехали продуктовый магазин. Я пропустила свою остановку? Да. Я пропустила свою остановку. Пожалуйста, откройте заднюю дверь. Пожалуйста, откройте заднюю дверь. Я иду в магазин пешком, а вы заходите на наш сайт. А я забыла сказать, что мы учим русский язык. Привет, меня зовут Таня, и мы учим русский язык. И сегодня мы поговорим про машину. Это моя машина. Она белая. Ключ от машины. Это руль. Это зеркало заднего вида. Это зеркало заднего вида. С помощью этого рычага мы переключаем скорости. Смотрите. Это парковка, задний ход, нейтраль, драйв. Еще бы какая-то. У меня есть педали в машине. Смотрите. Это педаль газа, а это педаль тормоза. Газ, тормоз. Это колесо. Это шина. У машины 4 колеса. Нужно проверять, в хорошем ли состоянии шина для безопасности. Птичка накакала. Это тоже зеркало заднего вида. Задний ход. Нужно смотреть назад и в зеркала заднего вида. Я открываю дверь правой рукой, чтобы проверить, нет ли велосипедистов или других участников движения. Это багажник. Багажник — это очень удобно. В багажнике можно хранить разные вещи. На самом деле это не моя машина. Это машина из сервиса каршеринга. У нас он называется «Мода». Мы очень любим каршеринг. Это регистрационный знак. Это ремень безопасности. Каждый раз в машине нужно пристегиваться ремнем безопасности. Тимур, ты пристегнулся? Да, пристегнулся. Поехали. Я веду машину.
Окно сейчас открыто. Если мы хотим уйти, нужно закрыть окно для безопасности. Когда ведешь машину, важно не превышать скорость. Это очень опасно. Тимур, где ключи от машины? Спасибо. Тимур, у нас мало бензина. Где ближайшая заправка? Ой, я не знаю, километра 2, наверное. Давай посмотрим карту. Давай посмотрим. Поехали, да? Прямо. Сейчас я еду прямо. На этом перекрестке я поверну налево. Что это было? Ты, наверное, слишком близко уехала. Да ладно. Здесь тупик? Там тупик. Здесь тупик, нам нужно выезжать отсюда. Сейчас я поверну направо. Мы пропускаем машину. Мы сейчас пропустим еще одну машину. Повернула направо. Тимур, где здесь можно припарковаться? Ну там прямо. Проехай метров 100. Много-много мусорных баков. Здесь очень много мусорных баков. Спасибо за внимание. И заходите на наш сайт. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please like and subscribe. It really helps us grow and improve our content.